Эд Ширан взорвет Софию. Мегаконцерт британской суперзвезды грозит стать самым массовым за всю историю болгарской столицы. Политический кризис в Болгарии. Президент вновь доверяет Главчеву. На кону судьба выборов. Полицейская операция в Пловдиве. Уничтожена международная сеть нелегальной миграции. Привет, друзья! Это ТК Болгария Ньюс. Субъективная подборка, но объективных новостей за неделю. 31 августа в Софии состоится грандиозное музыкальное событие – концерт британской суперзвезды Эда Ширана, который станет крупнейшим за последние годы в Болгарии. Строительство сцены ведут 4000 рабочих. Ожидается, что шоу посетят 60 тысяч человек, а доходы для местной экономики составят миллионы левов. В концертной истории Софии было несколько мегасобытий. 34 года назад на национальном стадионе на вертолете Тодора Живкова приземлилась легендарная балканская поп-певица Лепа Брена. Она собрала, по разным оценкам, от 80 до 120 тысяч зрителей. В 2009 году Мадонна собрала на том же стадионе около 50 тысяч человек. А в 2015 году на концерт Слави Трифонова, несмотря на дождь, пришли 70 тысяч зрителей. В общем, по числу посетителей концерт Ширана уже как минимум в тройке самых массовых в истории Софии. Надо отметить, что зрителей могло быть больше. Эксперты отмечают, часть болгарских поклонников из-за проблем с покупкой билетов и более привлекательной ценой отправилась на концерт Ширана в Бухарест. Румынская столица последние годы активно инвестирует в свою концертную сцену. Для сравнения, самые дорогие билеты на Эда Ширана там в 2 раза дешевле, чем в Софии. 160 левов в Бухаресте, 300 левов в Софии. Политический кризис бушует. Президент Болгарии Румен Радев поручил Димитру Главчеву, действующему служебному премьер-министру, представить новый состав правительства до понедельника 26 августа. Если в этот день новый состав будет одобрен, президент подпишет указ и досрочные выборы в парламент состоятся 27 октября. Напомним, что ранее Радев отодвинул Главчева и предложил сформировать кабинет министров Горицы, Гринчаровой-Кожаревой. Но все пошло не так. Гринчарова принесла президенту список, в котором остался Калин Стоянов, министр внутренних дел. Способность Стоянова обеспечить честные выборы вызывает сомнения у многих болгарских политиков. Поэтому Радев отказался утвердить кабинет Горицы, Гринчаровой-Кожаревой и снова дал шанс Главчеву. Здравствуйте, Тимур. Здравствуйте, Тимур. Этот выпуск новостей готовится в выходные дни, и мы еще не знаем, кого номинируют на пост министра МВД. Но скажем, что даже если это будет не Стоянов, кризис все равно может продолжиться. Собственно, в чем подоплека? Ситуация вокруг Стоянова вызвала широкий общественный резонанс, поскольку многие считают, что за ним стоит влиятельный бизнесмен и политик Делян Пеевский. По мнению лидеров политических партий, Пеевский оказывает влияние не только на Стоянова, но и на самого Главчева. Они подчеркивают, что Главчев должен не просто сменить Стоянова, но и предложить на пост министра МВД человека, который будет иметь репутацию независимого. В ходе масштабной полицейской операции на территории Пловдивской области была нейтрализована международная преступная группа незаконной перевозки мигрантов через так называемый западно-балканский маршрут. Да, просто погнались и давай догонять. Вон он стоит, улыбается. Он догонял. Группировка, состоящая из граждан Сирии, Иордании, Болгарии и Молдовы, использовала этот канал для перемещения мигрантов в Западную Европу через Турцию, Болгарию, Сербию и Румынию. Операция была проведена 19 августа при активной поддержке Европол. Задержано 8 человек. Болгарский участник схемы обеспечивал транспорт и контролировал передвижение, а водители из Молдовы, нанятые через интернет, перевозили мигрантов сквозь границы. В Северной Болгарии из-за нехватки воды в 300 населенных пунктах объявлено чрезвычайное положение. В Великотырновской и Габровской областях жители десятков деревень остаются без воды. Жители Кочеринова объявляли протест и перекрывали дорогу к Крильскому монастырю. Уставшие люди недовольны многолетними проблемами с водопроводом и отсутствием воды. Сложная ситуация и в других регионах. Например, в водохранилище Капринка зафиксирован низкий уровень воды. Однако власти утверждают, что ситуация не критична. Бывали и худшие годы. В целом, основные причины кризиса – это засушливое лето, климатические изменения и изношенная инфраструктура. А проекты на государственное или европейское финансирование затруднены из-за малого числа жителей в пострадавших селах.
Министерство внутренних дел Болгарии теперь занимается не только охраной порядка, но и поисками исчезающих сезонных работников. 4 ловких мастеров побега, 3 из Непала и 1 из Шри-Ланки, оставили свои рабочие места в отеле на Солнечном берегу, забыв забрать с собой такие мелочи, как паспорта и одежда. Вот он! Ательеры Солнечного берега ломают голову. Что пошло не так? Пламен Копчев, председатель Ассоциации владельцев отелей, сообщил, что в его гостинице из 15 нанятых работников из Шри-Ланки 3 исчезли на 2-й неделе. По словам Копчева, несмотря на сложный процесс найма, многие из работников хорошо справлялись с обязанностями, и причины их побега для него остаются неясными. Но все происходящее не такой уж и сложный пазл. Похоже, что Болгария становится стартом для мигрантских евротуров. В пресс-службе МВД Бургас поделились мнением. Нанятые работники знали о возможности после въезда в страну Евросоюза продолжить передвижение по Европе, используя воздушный Шенген. Иностранцы, как и болгары, ищут лучшую оплату и условия труда. В Болгарии вновь обнаружены и уничтожены старые боеприпасы. Слушай, откуда все это? Эхо войны. В городе Раковске при проведении ремонтных работ в частном доме были найдены 2 ручные гранаты с деревянными рукоятями. Специализированный отряд успешно уничтожил опасные находки. Такие случаи не редкость для Болгарии. Недавно в селе Барилово, недалеко от Старой Загоры, был найден и уничтожен сильно коррозированный бронебойно-трассирующий снаряд, а в Пловдиве в конце июля также уничтожили не разорвавшийся боеприпас. В общем, в Болгарии огородные и другие земляные работы – это настоящая лотерея. Можно выкопать картошку, можно гранату, а можно античный храм. В Пловдиве на Медне открыли фракийский храм возрастом более 2300 лет. Вот что значит плодородная, щедрая земля. Огурец дает прохладу, влажность и, скорее всего, силу земли. Министерство иностранных дел Болгарии наконец сообщило, что пауза в приеме граждан, которая была в консульских службах по всему миру, завершена. И теперь можно снова подавать заявления на все услуги, включая визы, болгарские удостоверения личности, заверки и легализации. Однако почти одновременно с этим люди стали получать письма о невозможности записаться на визу D до 30 августа. Что же на самом деле происходит, рассказывает Эльдар Заеров, директор миграционного агентства LimeHub. На этой неделе Министерство иностранных дел Болгарии сообщило, что все консульства Болгарии восстановили свою работу. Они наконец-то установили свое новое программное обеспечение. Таким образом, теперь можно спокойно вроде бы записаться на подачу на визу D, записаться для заверки консульских документов или же получить личные болгарские документы. Но вслед за этой доброй новостью наши клиенты тут же отписались нам, что все-таки проблемы есть. Многие из клиентов получили такие сообщения на электронную почту, что их записи были передвинуты на последующие даты. Другие же пытались записаться на подачу на визу D. Также они получили уведомление о том, что запись будет восстановлена после 30 числа. Ситуация странная. С одной стороны, есть официальное заявление МИДа. С другой стороны, у нас есть непонятные письма, которые получают наши клиенты. И третье – это наша личная практика. И что показывает наша практика? К нам обратились клиенты помочь в данной ситуации, и мы решили просто дозвониться в консульство и просто поговорить с ними. И как результат нам удалось записать человека на подачу на визу до 30 числа. Поэтому, если вам очень нужно, вопрос срочный, просто звоните в консульство и убедительно их попросите вам помочь. Это, друзья, все, что мы хотели рассказать. В этой ситуации мы просто мы уже здесь наши полномочия, все. Новостей больше нет. До новой встречи, до новой недели. Всего доброго. Пока.